вот такие вот QCY Melo Buds Pro, сказал бы я, а нет, это просто QCY Melo Buds. За $23.54 на момент съемки этого видео. И, казалось бы, это прям, топ-вариант наушников, учитывая популярность QCY Melo Buds Pro, обзор на который я уже делал. Сегодня будет такой себе обзор. Обзор и не обзор. Сегодня мы обговорим разницу. Я, конечно же, их распакую, покажу эргономику, но на моменте, допустим, прослушивания музыки я вам объясню, что же вообще происходит между этими двумя наушниками и какие наушники стоит покупать. Так что обзорчик вот этих вот QCY HT05, когда конкретно Melo Buds простые, не про версия, за $23.54 на канале Технозон. Поехали. Технозон. Мы на Алиэкспрессе. И все именно с Алиэкспресса начинается. Давайте я вам предлагаю прямо сейчас подписаться, нажать колокольчик, ссылки все в описании под видео. У нас есть, смотрите, QCY HT05 и есть у нас QCY Melo Buds Pro за $28.27. Вы сейчас скажете, стоп, сколько разница? Я вам объясняю. Разница в $5, даже меньше, $4, 20 с чем-то центов. Разница, вдумайтесь, в $4, давайте в 5 округлим, в $5. И стоит ли вообще обозревать Melo Buds при наличии Melo Buds Pro? Но давайте мы тогда поступим по-честному. Давайте их распакуем как отдельные наушники. Я сейчас просто-напросто делаю тест, допустим, эргономики, а потом мы вернемся сюда уже на обзорчик. Так что переходим. QCY Melody Buds ANC. Вот так красиво они понаписывали. Здесь ничего не пишут. Да? Просто QCY Melo Buds ANC. Это вот простая версия. Не Melo Buds Pro, а простая версия, да? Про которую я вам, в принципе, говорил. То есть это, она там называется Gen 05, по-моему, не помню, короче. Это облегченная версия, именно про версии. Мы на Pro делали обзорчик, пришло время на это сделать. Потому что вы спрашиваете, а нам как бы нужно что-то отвечать. Отличия мы с вами уже сейчас посмотрим, пойдем. Смотрите, сам по себе наушник. Здесь у нас защита контактной группы. Давайте ее откинем. Дайте ты. И эту откинем. Все, отстань. Теперь смотрите, каплевидные, внутриканальные, мягкая юбка, раз микрофон, 2 микрофон, 3 микрофона, здесь контактная. Знаете что, более дешевый пластик, смотри, попробуй, прям пластик. Вот прям видно, еще и швы видно, смотри. То есть он как не цельная, именно швы. То есть обычно на 3D печати на какой-то смолой делают и все. Здесь прям совсем дешевое, ощущение очень дешевого момента. Я думаю, что прошка будет все-таки поинтереснее, чем это. И цена там не сильно разнится. Там экономия всего лишь в $1-2. Давай открываем вот эту штучку. Сам по себе кейс тоже пластик. Я вам серьезно говорю, совсем пластик, а не с этой стороны. Он очень скользкий. Слушай, его прям попробуй. Прям выронить можно. Я не думаю, что он такой там прям. Оп. Магнитки. Сейчас попробуем. Давай. Да, магнитный. Все нормально. Пошел заряд. А это что не заряжается? Заряженный, наверное, или что? Тут хрен его знает, что сейчас будет. Зарядится, не зарядится, не знаю. Так может он заряженный просто. А может он в глубоком разряде. Мы этого не знаем. Сейчас попробуем воткнуть. Что куда втыкать, непонятно. Вот он заряжается. Короче, ребят, я предлагаю пойти сейчас эргономику оценить. Потому что, что-то есть сомнения какие-то. В комплекте у нас есть сейчас еще амбушюрки. Есть кабель зарядки. И есть набор амбушюр. Амбушюра самая дешевая. Очень-очень мягкая. Прям чрезмерно мягкая. Попробуй. Юбка ничего вроде так, вернее, само посадочное место. Оно средней жесткости. А эти прям такие кисельные. Боюсь, что они жестко не будут фиксироваться. Попробуем.
Ладно, пошли уже сейчас посмотрим на эргономику, а потом уже будем тестировать. Эргономика QCY MeloBuds без Pro. Вот так вот MeloBuds Pro мы уже делали обзорчик. Давайте открываем. Сами по себе они, ну, мало формы они отличаются. Пробуем. Слушайте, ну они легкие. Они легкие. Амбушюра со средним степенем давления, то есть вы в ухе ее чувствуете, но не критично. При долгой носке, возможно, будете ощущать этот наушник. То есть сам по себе у меня ушной канал, он имеет под размер М. Вот стандартно у меня такие уши, что вот любой наушник одень, средний размер, отлично. Плотность посадки достаточно плотно, ничего не выпадает, подойдет даже для каких-то занятий спортом, ну достаточно плотненько. Теперь выглядят, смотрим эргономически таким вот образом. Ну, может быть, я бы поменял бы амбушюру на более мягкую, потому что это слишком жесткая, она оказывает давление, может выпасть в определенный момент при какой-то вот динамичной нагрузке, хотя вот видите, сидят, ну вот она выпадает, но это я прям очень сильно даю воздействие, ну очень сильно, да, там, ну выпадают, конечно, в итоге. Многие наушники этот тест проходят. Амбушюру я бы поменял на чуть-чуть более мягкую, вот тогда они будут сидеть интереснее, то есть не будет эффекта давления, чтобы оно их не выталкивало. В принципе, неплохо. Неплохо за их деньги, вот они более-менее хорошо сидят. По слышимости я себя хорошо слышу, сильно жесткого затыкания звука нет, то есть это на неподключенных мы оцениваем, да, то есть я вам скажу, шумодав все-таки нужен, ты здесь слышишь окружающий мир. Ну что, пошли их слушать дальше. Ну что, посмотрели? Я вам скажу, я слушал их неделю после того, как я, ну, видите, я уже даже побрился, время прошло. Слушал неделю, даже делал пометки себе на полях, ну, как обычно делается обзор, да, ты когда там что-то слушаешь, что-то это, ты себе всегда помечаешь, там, какие-то нюансы, какие-то моменты о том, как что слушать. Но, давайте так, если мы смотрим QCY MeloBuds Pro, обзор на который я уже делал, я прям был в восторге, что за 28 баксов я имею, ну, во-первых, сертификацию Hi-Res. Ну, давайте на секундочку. С кодеком LDAC, да, LDAC, с классным 6-микрофонным шумодавом, но я себе даже потом, вот я когда начал слушать, я такой думаю, стоп, а что я слушаю вообще? Ну, это какая-то муть. И именно пошел сравнивать. Смотрите, дело в том, что в этих HT-05 10-миллиметровый драйвер, динамический излучатель, так называемый, с LCP графеновым покрытием. А у версии Pro, кстати, был 12-миллиметровый, на секундочку. При том, что здесь был заявлен расширенный динамический диапазон от 20 Гц до 33 кГц, там до 40, и при том там есть сертификация Hi-Res. Почему сюда не дали сертификацию Hi-Res? Да хрен его знает. То есть, значит, там не настолько широкий диапазон, как заявляется. Да и ладно, слушайте, за эти-то деньги в Pro-версии добавлен мультипоинт, ты можешь его подключать сразу к 2 устройствам, а этот вот MeloBuds простой нифига ты не подключишь. И хотя ты там их одеваешь, что-то слушаешь, они удобно сидят, все хорошо, но получается, что в версии Pro намного всего интереснее. Есть игровой режим, есть, вот я для себя помечал, да, там поддержка тоже кодеков AAC, SBC, конечно, всех кодеков. А тут у нас просто SBC и AAC. Я слушаю, думаю, ну блин, ну в чем прикол? $5 разницы. 5, мать его, долларов разницы. И пошло-поехали. Смотрите, в простой версии до 40 дБ шумодав. До 40 дБ. А в модели Pro ANC он стал до 46, еще и адаптивный. Ребят, всего лишь плюс $5. Также улучшена борьба с шумом ветра. Это я, кстати, тоже выбирал уже из характеристик. Wind Noise Reduction там есть. Режим прозрачности есть. И имеет 6 ступеней усиления окружающего звука. На простом MeloBuds Pro самый обыкновенный шумодав. Не более, не менее.
Но дело в том, что связь и микрофон, тут связь сравнивать трудно, я особой разницы не нашел, я вам говорю сразу. Дело в том, что и у той модели мне показалось, что есть ENC, и особо тут тестировать особо нечего. И что самое интересное, что вот эта вот версия Melobuds, казалось бы, она лишена там каких-то супер функций, да, там, которые есть в Melobuds Pro, но при этом у нее всего лишь суммарно 30 часов прослушивания музыки выходит фактических при использовании кейса, да, и двух наушников заряда. А в Melobuds Pro у меня получалось до 34 смело. И что мы получаем там? Более интересные наушники с более интересными частотными характеристиками. И при этом они еще и длительно работают. И получается, что Pro-версия даже имеет шпатель аудио в каком-то в бета-версии, и получается, что он по набору функций просто бескомпромиссно больше имеет, чем вот эта простая вещь. По звуку, давайте я даже пытался сравнить звук, я не буду слушать их, потому что я для себя, вот я когда их начал слушать, думаю, черт возьми, что я делал? Они играют конкретно хуже, они хуже конкретно играют, чем Melobuds Pro с их конкретными моментами. Ну, давайте я вам сейчас, вот я для себя даже пометки сделаю. Вот, смотрите. ANC в сложных условиях. Pro выигрывает, да. Теперь получается, что QCY, именно HT05 Pro, которые Melobuds, они звучат чуть ярче, энергичнее, чем оригинальный HT5, и у них еще и более подчеркнутый верхний середина и мидбас, что делает их звук по сути выразительнее и бодрее. Я вот сейчас смотрю на их цену вот на Алиэкспрессе, я просто для себя не понимаю. Получается, что в Pro бас в Pro версии быстрее, плотнее, саббаса чуть меньше, чем у оригинала, зато сцена ощущается чище. Верхние частоты у Pro сглажены для комфорта, в то время как у HT05 оригинала больше воздуха и деталей в тарелках. Но в общей сумме они звучат хуже, чем Pro. Вот так вот. Поэтому у нас вот такой вот интересный обзор получился. То есть я дошел до момента оценки именно эргономики, а потом такой, стоп, подождите, а у нас получается фигня. Они звучат хуже и по функциональности меньше. Поэтому, ребята, ответственно заявляю, QCY Melobuds Pro стоит купить. Если вы рассматриваете, допустим, Melobuds простой, добавьте 5 баксов, не будьте жмотами, купите классные наушники. Вот эти наушники, они неплохие, они звучат нормально, я не буду даже расписывать. Я не буду это расписывать из принципа. $5. А знаете что, лисичка, отдашь ребятам еще и промокодик на скидочку на aliexpress.com, и у них разница получится еще меньше. Лисичка задание получила? Давай подтверждение, что будет промокодик. Да. Да, все, сказала да. Поэтому извините меня, но как бы они не были хороши за свою цену Melobuds Pro лучше при разрыве вообще в несколько баксов. Поэтому вот такой вот обзор. Я должен вам честно всю эту информацию доносить. Я с вами был Бабу на канале Технозон. Пока.